Девушек-летчиц Великой Отечественной войны знают многие. Название «Ночные ведьмы» на слуху. Но кроме ведьм в небе воевали и другие девушки. Например, Лидия Литвяк, самая известная из советских летчиц-истребителей. Сохранилось немало ее фотографий. По тем, где она не в форме, невозможно даже предположить, что перед тобой боевая летчица. Хрупкая белокурая девушка смотрит на зрителя с интересом, иногда даже с легким кокетством. Лидия Литвяк похожа на студентку. Да, она, собственно, и погибла в том возрасте, когда многие ее сверстницы заканчивали 4-й курс института. Несмотря на возраст, она была настоящим бойцом и сбивала над Сталинградом немецких асов. Литвяк родилась в 1921 году в семье железнодорожника. Родители перебрались в Москву из деревни вскоре после Гражданской войны. По игре судьбы день ее рождения, 18 августа, совпал с Днем советской авиации. Авиацию она обожала с детства. В 14 лет уже поступила в аэроклуб, чем страшно напугала мать, но не удивила никого. К 15 годам у нее в активе был самостоятельный полет. Вскоре она закончила школу летчиков-инструкторов в Херсоне и в возрасте старшеклассницы уже учила летать других. До лета 1941 года она подготовила около 40 летчиков. А дальше началась война. На девушку, которая просилась сразу во фронтовые летчики, смотрели без всякого энтузиазма. Потери самолетов были огромные. Летчики-мужчины и то стояли в очереди, чтобы попасть на войну. Однако Лидии повезло. В ее судьбе главную роль сыграла Марина Роскова. Эта женщина была живой легендой советской авиации. И характер имела энергичный и пробивной. Свои связи и волю она использовала, чтобы продавить проект создания 3 женских авиаполков. Один все прекрасно знают. Это те самые ночные ведьмы на легких бомбардировщиках. Другой полк летал на пикирующих бомбардировщиках П-2. Ну а Литвяк пошла в истребительный, который готовился на базе под Энгельсом. Чтобы туда попасть, она приписала себе 100 часов налета. Да и во время учебы отличалась непослушным характером. Она регулярно сбегала на танцы и как-то раз срезала верх с меховых унтов, чтобы сшить воротничок. И потом, по приказу Росковой, перешивала обратно. Несерьезный подход, таким не место в авиации. Так думали многие девушки, вместе с которыми Литвяк училась. За склонность к флирту и желание эффектно выглядеть многие ее даже не любили. Но от фактов было некуда деваться. Пилотировала эта девушка отлично, а стреляла вообще чуть ли не лучше всех. Конечно, ее подготовка в аэроклубе на кукурузниках – это не то же самое, что яки, на которых теперь предстояло воевать. Но у Лидии был опыт, был очевидный талант и было огромное желание летать и сражаться. Первое назначение разочаровало. Женский авиаполк входил в дивизию ПВО, защищавшую Саратов в глубоком тылу. Туда немцы иногда, конечно, залетали, и одна из девушек даже смогла сбить зазевавшегося фрица. Но это все, на что можно было рассчитывать. Сидеть и ждать таких эпизодов, а в перерывах скучать и читать фронтовые сводки, ну, согласитесь, не то же самое, что боевые действия. Но вот в сентябре 42-го 8 девушек из полка перевели на фронт, на самый горячий участок. Сражение за Сталинград достигло кульминации. Вермахт прорвался к Волге. В городе и степях шли ожесточенные бои. Там нужна была техника и люди. Получив в качестве пополнения девушек, командиры летавших над Сталинградом авиаполков решили, что над ними издеваются. Лидии и ее подругам предстояло доказать, что они тут не просто так, и доказать как можно быстрее. Свой первый успех она вместе с другими пилотами обрела уже 13 сентября 1942 года. Это был ее второй фронтовой вылет и первый настоящий воздушный бой. Подбить получилось бомбардировщик «Юнкерс-88». Победу засчитали как групповую. По немецким данным, сбитых 88-х в этот день и в этом районе не было. Но сразу 4 машины были повреждены и вернулись с ранеными летчиками. Причем один заходил на вынужденную посадку с отказавшим двигателем. Вероятно, с какой-то из этих 4 машин расправилась Литвяк. Для совсем молодой летчицы в первом же бою абсолютно убедительный дебют.
27 сентября была заявлена вторая победа над 88-ми. Они летели бомбить Сталинградскую промзону. Литвяк показала себя прекрасно. Она не боялась сближаться и, несмотря на риск, высаживала боекомплект противника с минимальной дистанции. По немецким данным, пострадавший в этот день «Юнкерс» все-таки дотянул до аэродрома с тяжелыми повреждениями. В этот раз экипаж не справился, и поврежденный самолет, бомбардировщик, разбился при посадке. Никто после этого уже не говорил, что Лидия просто хорошенькая блондинка. То есть хорошенькой блондинкой она, конечно, оставалась, но немцам от этого было не легче. Правда, существовали планы вернуть летчиц назад под Саратов. Считалось, что на фронте они в короткой командировке. В декабре, как только ситуация под Сталинградом стала попроще, девушек стали собирать в обратный путь. Но тут Литвяк и ее напарница Екатерина Буданова практически взбунтовались. Они не просто хотели остаться в боевом полку, но и не ждали себе никаких скидок и поблажек. Участие в их судьбе принял лично командир 6-й авиадивизии Борис Сиднев. Как потом выяснилось, принял не совсем бескорыстно. Сиднев любил женщин и планировал включить в список своих побед Лидию. Девушка была яркая, и генералу казалось необходимым добавить ее в свою коллекцию. Литвяк мужское внимание обожала, но тут от предложения отказалась наотрез. Сидневу надо отдать должное. Никаких гадостей в этой связи он не стал устраивать, а тихо-мирно отправил Литвяк и Буданову в 296-й, позднее 73-й гвардейский авиаполк. Январь для полка шел спокойно. Вылетов было мало, боев тоже. Здесь Литвяк познакомилась с Алексеем Соломатиным. Соломатин был капитан, герой Советского Союза, но капитанов и героев вокруг было достаточно, а в Соломатине Лидию подкупил характер. Они быстро стали парой. Затишье получилось коротким. В феврале бои возобновились в полную силу. 11 февраля 1943 года Лидия, прикрывая пехоту на пару с другим истребителем, подполковником Барановым, сбила «Юнкерс-87», пикирующий бомбардировщик «Штука», один из символов блицкрига. Оба члена экипажа немецкого пропали без вести. Конечно, она снова хулиганила. После боевых вылетов крутила фигуры высшего пилотажа над аэродромом и вообще развлекалась как могла. На приборной доске ее истребителя было вырезано слово «мама», а в кабине приколота фотокарточка с розами. Когда наступила весна, к ним добавились букетики полевых цветов. Даже на войне Лидия тщательно следила за внешним видом, не забывала про косметику и не упускала случая сделать завивку. Не очень понятно, как в ней сочетались эти две стороны. С одной – жесткий, цепкий летчик-истребитель с большим опытом, с другой стороны – женщина, совсем не пацанка, как можно было бы предположить. Командование полка на все это смотрело сквозь пальцы. Боевые задачи выполнялись как надо, а остальное на фронте никого не интересовало. 22 марта Литвяк пришлось столкнуться с бомбардировщиками, защищая собственный аэродром в Ростове. Многие летчики в тот день взлетали хаотично, как получится, и сразу летели в бой. Несколько яков были потеряны на земле и в воздухе. А Лидии немецкая пуля попала в бедро. Она сумела посадить поврежденный самолет и через несколько дней вернулась в полк самым естественным для себя образом. Сбежала из госпиталя. Вскоре после этого Литвяк вместе с Будановой получила отпуск и приехала в Москву. Там ее ждали мать и брат 15 лет. Первым делом она переоделась в платье, которое, конечно, у нее с собой было. Платье она сшила сама, из трофейных немецких парашютов. Парашютный шелк оказался вполне пригодным для таких упражнений. И это момент ее триумфа. Она купалась в лучах славы, о ней писали газеты, она была среди родных. Но дома она побывала в последний раз. Литвяк вернулась в полк, и в начале мая была сделана самая домашняя и трогательная ее фотография на войне. Летчики дурачатся около машины. На подножке сидит командир полка. Перерыв в боях, затишье, возможность выдохнуть. Рядом с Литвяк ее возлюбленный Алексей Соломатин. Но 21 мая Соломатин разбился из-за ошибки пилотирования. Времени горевать у нее не было. Вскоре стало просто не до этого. Это был жестокий месяц. Полк Литвяк воевал на Донбассе. Немцы сосредоточили там несколько мощных авиачастей, и советские летчики сразу начали нести очень тяжелые потери. Даже просто выжить стало непростой задачей. Противник был прекрасно оснащен, лучше обучен и имел преимущество в технике.
За время боев на Донбассе летный состав полка обновился почти полностью. Почти все были убиты или ранены. 16 июля Литвяк едва выжила, когда ее атаковали 3 мессершмитта сразу. Самолет пришлось сажать на брюхо. Сама Лидия была ранена в плечо и ногу, но не опасно. Она тут же вернулась в строй. Совсем скоро еще одна посадка вынужденная. В этот раз Литвяк едва-едва дотянула до линии фронта, перелетела ее на пару сотен метров. 19 июля погибла напарница Литвяк Екатерина Буданова. Она смогла посадить тяжело поврежденный самолет, будучи тяжело раненой. Тут же потеряла сознание и умерла в госпитале. Всего через 2 часа Лидии удалось за нее отомстить. Она руководила миссией по прикрытию штурмовиков во главе 6 истребителей. Немцы пытались атаковать, но умылись кровью. Один из мессершмиттов срезала Лидия. Пилотировавший его унтер-офицер Гельмут Шира погиб. Вокруг речки Миус кипело жесточайшее сражение, по накалу не уступавшее Курской битве. Да что там, Миус называли маленький Сталинград. В воздухе было просто не продохнуть. Летчики гибли каждый день. 1 августа 1943 года Лидию Литвяк слышали в радиоэфире в последний раз. В тот день ее задача была на общем фоне довольно рутинной. Истребители прикрывали штурмовики над поселком Мариновка. Бой с немцами получился коротким и каким-то сумбурным. Ведомый успел заметить, что самолет Лидии падает. Один летчик утверждал, что видел мессершмитт, который провел короткую атаку и тут же скрылся. Удивительно, но немцы в тот день не заявляли никаких побед, и никто так и не записал Литвяк на свой счет. А вскоре эта история получила тяжелое и неприятное продолжение. Официально Литвяк не погибла, а пропала без вести. Началось расследование. В частях поползли дикие слухи. Говорили, что Лидия не погибла, а специально перелетела через линию фронта и сдалась немцам. В других вариантах сплетен она подписывала листовки, которые распространяли нацисты, и давала себя фотографировать. Никаких листовок никто, конечно, никогда не видел. Никаких фотографий тоже не было. Но при жизни она многих раздражала и теперь просто не могла возразить. Самолет так и не нашли. Мало ли было в 43-м пропавших самолетов. Уже в брежневскую эпоху школьная учительница из города Красный Луч организовала поисковую группу из собственных учеников. Они хотели найти именно Литвяк и действительно отыскали нескольких погибших летчиков. Нашли обломки самолетов, но именно Лидию найти никак не могли. В итоге оказалось, что Лидия Литвяк уже найдена и похоронена. Еще в 1969-м ее случайно нашли местные мальчишки. Тело похоронили в братской могиле совсем недалеко от Мариновки, как останки неизвестного летчика. Неизвестных летчиков в тех местах находили много, но вот женщину нашли только одну. В 1988 году формулировка в документах была изменена с «пропала без вести» на «погибла». Еще через 2 года Лидия получила посмертно звезду Героя Советского Союза. Так закончился ее последний бой за честное имя. Друзья, как и обещали, мы запускаем конкурс для подписчиков канала Чтиво. У многих из вас наверняка есть какие-то семейные истории, связанные с Великой Отечественной. Может быть, не менее драматичные, чем история в сегодняшнем выпуске. Расскажите их в комментариях. Мы выберем одну, и ее автор получит эксклюзивный подарок, доступный только для победителей конкурса. Подписка на журнал Чтиво.